Всем привет! Данный обзор я рекомендую к просмотру тем, кто ищет мощный и надежный робот-пылесос с лидаром, влажной уборкой и базой для самоочистки. Популярность таких устройств и не думает убывать, а новые модели в этом сегменте доказывают, что компактные автономные помощники способны убирать не хуже классических моделей. Сегодня на обзоре DreamBot D10+, который может похвастаться высокой мощностью, базой для автоматической самоочистки и длительным временем автономной работы. Короче, пылесос достойный, и сегодня я вам это докажу. Обо всем узнаете по порядку, а начнем мы с распаковки. Кроме двух коробок имеется вот такая хорошая защита. Здесь есть еще одна перегородка для жесткости, которая также является коробкой для комплектующих. И давайте посмотрим, что же у нас здесь имеется. Один запасной мешок, краткое руководство по подключению и настройке, и вот такая толстенная инструкция, где даже имеется русский язык. Кабель подключения с европейским типом штекера. Здесь насадка для влажной уборки, она же является и контейнером для воды. Вода заливается вот сюда. Запрещается добавлять моющие средства. И, кстати, вот здесь видно моторчик, так что подача воды здесь электронная, и она должна регулироваться в приложении. Тряпка на липучке снимается очень быстро и просто. И последнее, что есть в этой коробочке, это вот такая запасная трехлучевая щетка. Изготовлена она из силикона, а здесь у нас обычная кисточка. Теперь достаем пылесос. Ко мне пришла модель в белом цвете, верхняя крышка у него глянцевая, а по бокам он матовый. Данный пылесос оснащен у нас лидаром. Он необходим для того, чтобы если вдруг пылесос где-то застрял, потом нажимается эта кнопка и он начинает двигаться назад. Неподалеку имеется две клавиши управления, это возврат на базу и включение-выключение пылесоса. Под капотом у него находится контейнер для пыли. Вот здесь стоит щеточка для прочистки пылесоса и срезания намотанных волос. Имеется маленькая кнопочка сброса настроек на заводские, а также индикатор для подключения к Wi-Fi. Вытаскиваем контейнер. Контейнер очень качественный, довольно емкий, смотрю. С одной стороны у него стандартный HEPA-фильтр. На Алиэкспресс таких полно. Для очистки открывается он вот здесь сбоку. Сюда спрятали небольшой клапан для забора воздуха, а мусор выкачивается вот через этот клапан. То есть, когда он заезжает базой, все происходит через вот эти отверстия. Бампер спереди имеет вот такой ход. К счастью, у него имеется силиконовая защита. Она сделана для того, чтобы пылесос не царапал вашу мебель. Ну и себя тоже, чтобы он как бы этим защищал. Имеется всего один инфракрасный датчик здесь. По бокам почему-то их нет. Хотя, если честно, я такое первый раз вижу. А сзади у нас только лишь отверстие для выхода воздуха. Переворачиваем пылесос и видим, что боковая щеточка походу была не запасная, а всего лишь одна единственная, которую нужно установить вот сюда. В остальном здесь все как обычно. Два подпружиненных колеса, поворотное колесо, контакты для зарядки, 4 датчика опрокидывания, они же датчики высоты, турбощетка плавающая, крышечка снимается вот таким образом. Здесь силиконовые лепестки. Здесь еще одна силиконовая полосочка. По качеству вопросов нет. Турбощетка V-образная, щетинисто-лепестковая. Боковые крышечки легко снимаются. Так что намотанные волосы удаляются очень просто. В общем, инженеры здесь поработали хорошо. Закрываем крышечку и рассмотрим базу. Чтобы вытащить базу, нужно достать еще вот такую коробку. На лицевой стороне у нас логотип Dream, светодиодный индикатор работы. Вот здесь у нас такой черный глянец, где спрятаны инфракрасные датчики для обнаружения базы пылесосом, два контакта для подзарядки и сама площадка для парковки пылесоса очень большая. Чтобы он не буксовал, даже есть вот такая вот рифленая поверхность. Снизу весь путь мусора под прозрачной крышкой, поэтому если что-нибудь застрянет, то вы это сразу же можете увидеть. Это, конечно, вряд ли может случиться, но если что, то вы откручиваете вот эти вот 5 винтиков, крышка снимается и все это можно прочистить, промыть. Короче, все продумано и за это можно не переживать. Сзади разъем для подключения питания и вот сюда можно намотать излишки провода, что тоже очень хорошо. Поднимаем крышечку и здесь видим второй мешок для сбора мусора. Вытаскивается вот таким движением. Все прорезинено и очень классно сделано. Короче, китайцы все продумали и база получилась, на мой взгляд, очень даже симпатичная. Ну что, загоняем его на базу.
Первый раз. Включился. Ну а теперь я хочу сразу подключить пылесос в приложении Mi Home. Захожу сюда, нажимаю добавить устройство. И вот он сразу обнаружился. Ничего не надо делать. Подключаем к интернету, к вашему домашнему. Очень быстро все настраивается. В принципе, готово. Тут у нас какие-то советы полезные. Начать эксплуатацию. Сразу же прилетело обновление. И его я рекомендую принять. Старая версия 4.1.8. 10.55, а новая версия 4.1.8 10.78. Обновление завершено. Так, теперь рассмотрим главное меню. Первое — это убранная площадь. Второе — время, потраченное на уборку. Третье — это заряд аккумулятора в процентах. Можно настроить очистку. Можно выбрать режим уборки сухой, сухой плюс влажный, либо же просто влажный. Настройка силы всасывания. Это тихий, стандартный, интенсивная уборка и турбо. Я думаю, хватит стандартного. Настройка подачи воды. Это минимальный, средний и максимальный. Вот здесь кнопочка для настройки автоматического сбора пыли. Сбор пыли можно вообще отключить, либо поставить через одну уборку, через две уборки, либо через 3 уборки. Также можно произвести сбор мусора прямо сейчас, нажав вот эту кнопку. Дальше у нас запретные зоны. Карта пока не создана, поэтому их нельзя никак регулировать. В общем, не будем тратить время. По сути, здесь все стандартное и настроек очень много. Голос и громкость меня сейчас интересует. И смотрите, сколько здесь имеется языков. Есть русский. Нажимаем «Применить». Начать уборку. Очень приятный голос, все хорошо слышно. Из интересного здесь это усилитель ковров, то есть при заезде на ковер пылесос автоматически ставит мощность всасывания на максималку. Дальше интересная новая функция, раньше ее, по-моему, я нигде не встречал, это детский блок. При включении этой функции клавиши на пылесосе просто перестают работать, после чего ваш ребенок не сможет запускать пылесос с нажатием на эти клавиши. По своему ребенку знаю, что функция эта очень полезная. Ну что, в принципе, можно приступать к уборке, а потом посмотрим на созданную карту. Итак, водички я набрал, ставим насадку на свое место и приступаем к уборочке. Установлен водяной бак. Отлично. Начать уборку. В стандартном режиме пылесос работает очень тихо. Уже получается вот такая карта. Давайте попробуем увеличить мощность. Также поставим побольше расход воды. Ножки стульев для него не помеха. Это уже хорошо. Смотрите, пыль соберет, нет? По-моему, собрал. Да, все чистенько после него. Кстати, остается влажный след, но на белой плитке видно его не очень. Как бы я не старался. Скажи, эй, куда поехал? Куда поехал? Скажи, а меня покатай. Покатай меня, пылесос. Он тебя все сам объедет. Это умный пылесос, он тебя видит. Так, а тут что у нас новенького? Куда можно нажать? Бух. Остановился, да?
В нашем пылесосе используется бесщеточный мотор, обеспечивающий мощность всасывания до 4000 паскаль. Это один из самых высоких показателей на рынке, который гарантирует сбор шерсти животных, крупного мусора и, главное, мелкой пыли. При обнаружении ковров сила всасывания автоматически повышается до максимального значения. Для более эффективной работы в D10+ используется технология Dual Boost, основанная на применении системы продувки и всасывания пыли через два канала. Для сбора пыли и мусора в пылесосе имеется контейнер объемом 400 мл, а емкость резервуара для воды составляет 145 мл. Мусор из пылесборника пылесоса сбрасывается автоматически в герметичный мешок док-станции. Объем мешка равен 2,5 литра. Этого хватает обычно на 1,5-2 месяца использования, а емкость батареи на 5200 мАч хватает для уборки помещения площадью до 270 квадратных метров. С помощью системы навигации на базе технологии LiDAR и алгоритма SLAM пылесос в ходе движения выполняет сканирование окружающего пространства в радиусе 8 метров, создавая на основе полученных данных виртуальную карту помещения. Для построения карты помещения площадью 100 квадратных метров в режиме быстрого картографирования системе пылесоса необходимо всего лишь 8 минут. Используя карту, можно с помощью мобильного приложения определять план уборки, выбирая оптимальный маршрут движения пылесоса и устанавливая виртуальные стены в местах, где в этот день очистка не требуется. Кроме приложения, пылесос поддерживает управление с помощью голосовых команд, используя ассистенты Яндекс Алиса или Google Assistant. В целом модель очень быстро справляется с созданием маршрута. По личному восприятию маршрут логичный, и устройство не ездит по одному и тому же месту несколько раз. Приятным бонусом является наличие у робота влажной уборки, причем она предполагает сразу 3 режима интенсивности смачивания тряпки. Несмотря на то, что контейнер для воды у пылесоса небольшой, качество мытья вполне приличное. Все это дополняет тихая работа, что удивительно, учитывая высокие показатели мощности. Короче, не хватило аккумулятора убрать нужную территорию, поэтому пылесос вернулся на базу, чтобы подзарядиться. Теперь он подзарядился до 54%, и я хочу возобновить уборку. Возобновить уборку. Возвращаюсь на док-станцию для зарядки. Что, уборочка завершена. Сейчас мы только сделаем вот так. Чтобы наглядно посмотреть, сколько мусора он собрал. Одной рукой неудобно. Ну, в общем-то, как-то вот так. Мелкая пыль, волосы. Все теперь здесь. Хотя визуально в доме было, в принципе, чисто. Вот так вот. Ну а теперь посмотрим на силу всасывания базовой станции. Возобновить возврат на док-станцию. Паркуется он аккуратненько. И даже с первого раза. Причем смотрите, как это происходит. Оп, готово. Начать зарядку. Пустить автоматически опорашивать. Нормально так шумит. Все готово. Еще один интересный момент – это состояние моющей тряпки. Вот так легко она снимается. Водяной бак удален. При этом не нужно трогать пылесос. Здесь имеется не только мелкая пыль, но даже какой-то крупный мусор. Кстати, воды осталось еще примерно половина, а это значит, что расход воды небольшой, но при этом тряпка здесь мокрая. В общем, вот такая получилась карта. Убранная площадь составила 48 квадратных метров, и на это ему потребовалось 46 минут. То есть примерно 1 квадратный метр он убирает за 1 минуту. Карта имеет вот такой вид. Получилось 2 комнаты. Весь путь здесь его показан, где он ездил, где не ездил. Теперь нам стали доступны такие функции, как виртуальная стена, запретная зона и запретная зона для влажной уборки. Все, в общем-то, как обычно. Здесь ничего нового. Все вы прекрасно знаете, что это за функции. Пылесос можно отправить в определенную комнату, а также можно отправить в какую-то конкретную зону. Выбираете на карте эту зону. Больше, меньше там можно ее делать.
и он убирается чисто в этой территории. А вот, в общем-то, и все. Все остальное я вам показывал, да и вы, наверное, уже сами это все знаете. Так что по приложению, думаю, это все. Подведу итоги. DreamBot D10 Plus — это мощный робот-пылесос, который может вас порадовать эффективной уборкой и отличной навигацией, удобным управлением, тихой работой и автоматической самоочисткой. Он обеспечивает высокую автономность и позволяет не думать об устранении мусора на протяжении примерно 2 месяцев. Однако тем, кто рассчитывает на влажную уборку, следует готовиться к тому, что воду в него придется заливать довольно часто. Также мне не очень понравилась его комплектация. За такие деньги можно было добавить хотя бы еще пару мешков для мусора, щетку и один фильтр, как это делают многие конкуренты. Но, к счастью, недостатков больше я не нашел. И главное, что они совершенно не перекрывают его достоинства. На сегодня у меня все. Ссылки на пылесос и расходники я оставлю внизу в описании. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Всем желаю удачи и до скорой встречи.